«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели программы «Звездная гостиная». Вот для меня творческие люди – это люди такие особые, а люди, которые еще и со мной на одной волне, люди православные, люди, которые несут в своем таком внутреннем посыле, скажем так, в своем творчестве несут сокровенное, вечное, духовное. Такие люди для меня особые гости. Поэтому они долгожданные гости. И вот сегодня у нас в гостях Анна Сизова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Виктор. Здравствуй, дорогой. Спасибо тебе, что пригласил. Действительно, ты говоришь, творческие люди особые. Я только сейчас поняла, где я нахожусь, зачем и почему. Потому что такое ощущение, знаешь, что меня спустили с неба именно вот в этот момент, когда ты начал говорить о том, это особые люди, да, люди творческие. Я хочу тебе сказать о том, что... Хочу сказать не тебе, а радиослушателям. Дорогие радиослушатели, вот Анна Сизова, она почему вот несет, как я сказал, вечные ценности, сокровенное нечто? Во-первых, она родилась в Иркутской области. Во-вторых, она из многодетной семьи. Вот у меня 4 детей, Анна. Ой, как здорово. Да, и то я схожу с ума. У меня 3 мальчика и доченька, вот, которые 2,5 года. Как зовут их? Сейчас я не буду об этом говорить. Скажите, это интересно. Сейчас это не имеет значения. Ну, ладно. Зовут Тимоша, Платоша, Коля и Марфа. Вот, да. И вот я хочу сказать о другом, что она 5-я в семье, но 5 мальчиков и 5 девочек. И мама, значит, работала в Дворце культуры в Иркутской области. И с детства ты, значит, и твои братья и сестры во Дворце культуры в этом как бы проводили много времени, да? Да все время, если честно говоря. И участвовала она во всевозможных конкурсах народной песни, с детства пела, потому что такая атмосфера. Папа, несмотря на то, что был, значит, водителем, он тоже много проводил, естественно, там времени со своими детьми и семьей. Он играл да, принимал участие, да. И, в общем, сам Бог, как говорится, велел. Вот я считаю, что ничего случайного не бывает, да. Кто-то говорит, что второе – это какое-то имя Бога, случай, я это не верю. А вот кто верит в случай, говорят, тот не верит в Бога. А вот Анна, она вот мне как раз близка тем, что вот именно пропагандирует православную нашу веру и русскую песню. Все, не будем больше пока представлять, потом поговорим. Я просто так обрисовал картину, вот, что человек из Иркутской области, и потом судьба сложилась, мы сейчас расскажем, как, ты расскажешь, я буду задать вопросы, а сейчас послушаем первую песню. Объяви, пожалуйста. Я думаю, пусть это будет песня, которая стала дорогой к Богу, дорогой вообще к сердцам миллионов зрителей, моих любимых поклонников. Песня «Русь православная». Слушаем эту песню в исполнении Анны Сизовой на волнах Радио ВОС. Силушка, родная, сквозь века до нас докатилась славушка, Бог Россию спас. Русь православная, святая Русь, вера державная, хранит нас пусть. Русь православная, древняя Русь, верой и правдою служить клянусь.
Князь Владимир красносолнышко родную Русь крестил. Бог знамением чудесным его очи исцелил. И за это перед Богом обещание князь держал. И великий Днепр могучий для Руси купели устал. Русь православная, святая Русь, вера державная, хранит нас пусть. Русь православная, святая Русь, вера и правдою служить клянусь. И случилось, стало так, вопреки врагам. Потянулся старый плат в православный храм. Аж там в сердце засиял правой веры свет, что спасает нас с тобой больше 1000 лет. Русь православная, святая Русь, вера державная, хранит нас пусть. Русь православная, святая Русь, вера и правдою служить клянусь. Вера и правдою служить клянусь. Показалось солнышко из-за серых туч, осветил Господь любовью край велик могуч. Силушка, эх, ратная, сквозь века до нас докатилась славушка, Бог Россию спас. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, хочу сказать, что необыкновенная певица. Вы слышите, какой у нее уникальнейший голос, какой потрясающий заряд доброй энергии исходит. Это Анна Сизова. Расскажи, пожалуйста, как получилось так, что такой совершился... Я знаю, конечно, но хочется, чтобы ты рассказала, как ты совершила такой прыжок из Иркутской области в Майами, потом в Институт культуры в Москве, и в итоге то, что сегодня имеется всенародное признание, и ты несешь этот народный жанр, и еще и духовную песню, все, что я люблю. Прям расскажи, как это вышло. Виктор, спасибо тебе, дорогой мой. Действительно, знаешь, когда ты говорил о том, что все это для меня жизнь, жизнь — это свет, это любовь, это Господь, и Он премудро все устрояет для каждого из нас. Перед Богом все равны, но так как моя профессия, она творческая, и я хотела сказать о том, что мой папа москвич изначально, а мама сибирячка. И папа, когда служил в армии, он встретил маму, и, соответственно, у них мы родились, все детки, да. И дальше случилось так, что в каждом обнаружился свой талант. Допустим, сестры у меня. Одна руководитель культуры Евгения, которая на год младше, который на 2 года младше, хореограф Надежда, который на 3 года младше, Александра,
Вот, она хормейстер, народный хор возглавляет, а старшая сестра Светлана, она руководила РДК, но сейчас она занимается воспитанием 3 сыновей. Вот. И все мы, естественно, певицы в первую очередь. Мы все выросли на фольклоре, на исконно русской песне, в быту исконно русском. Вот, это печь, русские печи, это дрова, природа, это дрова, лес. это сенокос, это Да. ягоды, это все натуральное и ни капли не поддельного, скажем И так. хлеб пекли, наверное, дома, И да? пекарня у нас прекрасная была, и водокачка посреди деревни, и храм у нас был Покрова Престой Богородицы, в котором, когда мы росли, там был клуб деревянный, уже там от храма оставалось, потому что это были годы гонения, когда батюшку Константина расстреляли, царство ему небесное, протоиерея вот, нашего храма, это Царство мученик небесное, нашего села Усть-Када, который на излучине реки Оки, Сибирской реки, вот, находится наше село. И оно было во времена царские преуспевающим и очень развитым, и многонаселенным, так как в детстве мы ездили за ягодами, ну и сейчас вот ездим там, старинные деревни такие, Дарахон называются, где остались еще захоронения, кладбища, о которых мы узнали уже от наших старейшин. Вот. Поэтому история, она живая, она оживает порой со временем, когда ты приходишь к вере. А вера, она, как говорится, все, казалось бы, порушено, она в силах восстановить, и в силах укрепить, и в силах, и дает, и придает нам те силы, вот, и веру в лучшее будущее, которое нам закладывается в вере. Замечательные слова, просто вот, не добавить, не убавить ничего нельзя. Я предлагаю, Анна, послушать следующую песню в твоем исполнении. Но если вы не возражаете, мне кажется, будет, кстати, песня посвящения Богородице. Конечно, конечно. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Богородица, Матушка Божия, по земле ты ступаешь добром, в материнских молитвах усердная побеждаешь ты в схватке со злом. Сколько раз в нашем горе немеренном ты для нас становилась щитом. Пред тобою паду на колени я, защити страну и наш дом. Пред тобою паду на колени я, защити страну и наш дом. 200 лет Божья Матерь Ахтырская нам дарует надежду и свет. Здесь в краю нашем маленьком тихом свой пречистый оставила след. Здесь в краю нашем маленьком тихом свой пречистый оставила след. И питая в нас веру Всевышнего, нам явила свой лик пресвятой. С колоколем летят звоны чистые, тихим эхом над Камой рекой. С колоколем летят звоны чистые, тихим эхом над Камой рекой. Здесь в краю нашем маленьком тихом с давних пор мы всем миром поем. Нет источника слаще и чище, что мы верою Божьей зовем. Нет источника слаще и чище, что мы верою Божьей зовем. И теперь колокольные звоны здесь летят и в зенит, и в рассвет. Здесь во веки веков Богородица свой пречистый оставила след. Матерь Божья, Царица небесная, свой пречистый оставила
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, Анна Сизова сегодня в гостях у нас. И я вот слушаю, и душа моя радуется. Потому что то, что ты говоришь, это действительно идет от сердца к сердцу, как когда-то уже Анна Бичевская называлась программа. Была такая. Спаси Господи. Вот. И я хочу сказать, что вот слушаешь, и происходит какое-то вот такое волшебство. То есть человек из такой, в лучшем смысле этого слова, русской глубинки, где сохранились такие нетронутая природа, и вот в тебе вот эта вот энергия исконная, да, которая тебе передана предками вместе с русской песней, которую ты сегодня же, естественно, в духе времени должна донести в таком виде, чтобы слушала и молодежь, и чтобы она могла звучать на радиостанциях, на телевидении, еще где-то. Естественно, это уже не в чистом виде фольклор, хотя мы, конечно, я думаю, что и ты в чистом виде любишь, но вот то, что у тебя получается, это потрясающе, это восхитительно, потому что я хотел задать вопрос как раз тут аранжировки, кто делает такие красивые. Но на самом деле у меня разные музыканты, аранжировщики. Просто потрясающие песни. Дело в том, что я хотела бы сказать о том, почему в моем в таком более современном виде я начала петь. Я действительно люблю в чистом виде фольклор, очень люблю, и это первоисточник, это всегда очень ценно. Просто у нас, как говорится, этих ценностей, да, нам нравится гламур, сейчас новое течение времени, но и это тоже неплохо, да. Нужно приспосабливаться к жизни. Не то, что приспосабливаться, городской, а доносить до широкой аудитории. Да. Но для того, чтобы тебя поняла и услышала городская публика, аудитория, да, то, естественно, люди, которые никогда, может быть, они, не будем, да, говорить о людях, что все такие люди городские, да, батоны не растут действительно на деревьях, да. Но и тем не менее, да, развитие цивилизации, оно требует тоже определенных подходов, чтобы не утратить себя, не утратить своих корней, не утратить этой вечной связи, да, с традициями, с историей, с любовью к своей родине, то есть современные способы, как говорится, это все доносить, и мы не против, памятуя о той чистоте фольклора действительно, да, и в себе это бережно храня, так же, как о вере мы не можем говорить, потому что вера — это таинство, и оно у каждого, но так вышло, что моя профессия, она публичная, и я себе позволяю говорить об этом, потому что мне это дано свыше, и я не могу в себе это сокрыть, ну вот так я устроена. И это замечательно. Вот ты как раз этим оригинально, ценно и драгоценно, я бы сказал, потому что Спасибо. Я, когда столкнулся вот с этим пластом твоего творчества, достаточно много спето, сделаны альбомы и ретро там и так далее. Да, да? 5 альбомов. 5 альбомов, и про Игоря Талькова, да, там и так далее. Ой, это да, это вот песня отдельные удачная все очень. истории, очень хорошие, вообще все альбомы, как бы это, я бы сказал, дорогие радиослушатели, жемчужины. Во-первых, я призываю всех, значит, подписываться на канал на YouTube. Вот. Анна Сизова. Да. И в социальных сетях наверняка ты есть, да, где-то? Витя, знаешь, такой в моей жизни случай произошел и не однажды. У меня растет, у нас с мужем Сергием растет сыночек Серафим, мы знаем все. И вы знаете, когда он был поменьше, а дети сейчас очень быстро в современных технологиях разбираются, да. И когда мы знакомились с кем-то или куда-то в общество приходили, то он говорил: моя мама певица Анна Сизова, пожалуйста, заходите на ее канал в Ютубе и подписывайтесь. Вы знаете, здорово. Да, он опережал даже мое соображение в этом смысле, потому что я действительно в облаках больше и в своем каком-то мире, что мне очень тоже ценно и дорого, потому что самопознание, оно тоже ведет к определенному и самосохранению, и саморазвитию, и, соответственно, как говорил преподобный батюшка Серафим Саровский, что стяжайте дух мирен,
Да, и тысячи вокруг спасутся. И все остальное приложится. Давай послушаем Да. еще одну песню, а потом все-таки ты ответишь на мой вопрос, как ты попала в Майами, потом как ты закончила Институт культуры. И я хочу сказать, это прекрасная девушка, женщина, она просто очаровательна, ее внутренний мир и внешний и так далее. И она, Взаимно, Виктор. она добилась таких огромных успехов, что вы не представляете. А самое главное, что она уникальна сегодня. Вот какую песню послушаем? Вот вы знаете, раз у нас Богородица песня прозвучала, а сейчас Богородица покровительствует особенным образом. Донская икона Божьей Матери всему казачеству. Давайте послушаем песню «Казачка вольная». Казачка вольная, слушаем на волнах радио ВОС. Казачка молодая, черемуха в цвету, на коне ретивом едет по селу, за поясом нагайка и косы по плечам. Эх, держись, ребята, едет атаман. Казачка вольная, степи широкие, глаза бездонные, реки глубокие, все там молоденькая ей по плечу. Держи судьбу свою. В станице свежий праздник, сияют купола, жемчужными слезами осыпем образа, чтоб всюду было счастье на многие лета, чтоб вольная казачка влюбилась в казака. Казачка вольная, степи широкие, глаза бездонные, реки глубокие, все там молоденькая ей по плечу. В поводьях держи судьбу свою. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Анна Сизова, дорогие радиослушатели, сегодня долгожданная гостья. И Спасибо, я вот все-таки хочу, чтобы ты ответила на вопрос, потому что не все знают, как можно попасть из глубинки. Это все, я понимаю, что промысел Витя, Божий. Нет, вот как ты да. попала в Майами-то? Вот, Витя, И потом послушай. оттуда в Институт культуры. Да как все это сложилось по-быстрому? Давай, без Да, философии. да, без философии быстро очень расскажу. Несмотря на то, что у нас 10 детей у моей мамы, она действительно была от природы Царствие Небесное. Вот 10 ноября она почила о Господе, и будет 2 Царствие года в Небесное. этом году, да. Она была уникальнейшим
человеком. Надо думать, надо думать. Воспитывая нас 10 детей и будучи директором ДК, она из деревни мы ездили в Германию, в Финляндию, в Майами. Я победила на всероссийском конкурсе «Российский восход». Вначале это был отборочный конкурс. В районе меня отобрали, потом в области отобрали. Потом я поехала... И сибирский туесок там был, и всякие разные конкурсы, множество. Потом я просто. поехала на Дальний Восток, бухта Ямар, и там родились мои первые стихи. Кстати, это было мне как раз 12 лет. Я влюбилась в танцора. И, Мама тебе посоветовала, да, что выплесни как-то это на бумаге? Вы знаете, она даже не посоветовала, она просто тонко очень руководила. Она очень видела все, и сейчас только это понимаешь с годами, да, мамы уже нет, а какие-то вещи. Но слава богу, что... как говорится, мы просто не видим этот мир, а они с нами. И я думаю, что они нас везде слышат. В общем, я поехала в 12 лет, да, в 12-13 лет в Майами. Да. Победила я в конкурсе, телевизионный конкурс. Серебряный башмачок? 50/50 был «Хрустальный башмачок». Хрустальный, да. Телекомпания 50/50 на Первом канале. Я пела песню Ларисы Долиной, песня «Письмо». Сложная песня для ребенка, но я справилась, и я пережила это, да, вот состояние в своем не детское состояние, но да, люди поверили. Я помню, что мама так радовалась, когда Игорь Николаев в гримерной услышал мое исполнение и говорил о том, что кто это поет, и маме это было приятно, что людям действительно интересно было, понимаете, что они услышали голос, и тем более такой замечательный автор. И вот я победила в этом конкурсе, и наградой была поездка в Майами. И я ездила в Майами на стажировку в Американскую академию искусств. Это дало что-то тебе такое, вот какой-то взгляд? Вообще в жизни все Господь делает с премудростью, все нам ко благу. Да? И потом ты через 2 года уже приехала в Москву, да, поступать? Нет, и потом я пробыла там 2 недели, и я вернулась из Майами. Мне было дано, понимаете, я настолько стала ценить свою деревню, свои родники, свою природу. Я поняла, насколько мне Бог дал вот эту вот любовь свою, что я родилась в таком действительно заповедном краю, что моя родина, она вот такая чистая, богатая и светлая. Понимаете, вот вот этот скачок из деревни в Москву, из Москвы в Майами и обратно дал мне очень и очень много. Я по жизни это в себе несу, храню, ценю, понимаете, и это мне очень-очень дорого. И мне нравится, что когда вот со своим продюсером и супругом Сергеем Барановым вы, значит, ездите по гастролям, у вас заодно и паломнические поездки. Какая должна быть радость, подумал я. Потому что совмещать гастроли по нашей прекрасной родине, да, порой даже и за рубежом, может, где-то везде есть святые места. Конечно, мы на Кипре выступали, да, допустим. это вообще потрясающе. Вообще, и я хочу сказать, что Анна является сегодня обязательным участником многих вот народных именно каких-то конкурсов. Всегда ты там присутствуешь и на телевидении. Знаете, Виктор, честно говоря, уже присутствуют мои песни, и молодые исполнители их перепевают, и куда бы я ни приехала или где бы ни побывала. Кстати, я закончила, да, действительно, народное отделение кафедры сольного народного пения вначале в Шнитке по протекции Людмилы Васильевны Шаминой. Это профессор, возглавляющий Гнесинское отделение. Она меня, значит, протежировала, и я поступила вначале в музыкальный колледж имени Шнитке, а потом уже спустя годы я закончила тоже тут уж по протекции Евгении Осиповны Засимовой, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, ныне заведующей кафедрой сольного народного пения. Ее муж
значит, Гаврилов Виталий Васильевич стоял у истоков вообще образования этой кафедры. И вот как раз моя дипломная работа, она была о истории. Понимаете, мне это все важно. Когда я попадаю куда-то, и я начинаю в этом процессе жить, вот Бог мне как-то дает вот это вот все восставить в себе. И как-то вот кафедре тоже было это очень приятно, что это был первый диплом, который вообще упомянул о создании истории. Значит, даже мне предлагали, чтобы я написала уже работу выше, но моя личная, как говорится, творческая жизнь и семейная — это основное вот мое время, все приходится на это. Поэтому, конечно, дальше здесь я уже в научные, как говорится, вопросы не особо так имею возможности подключаться. И тем не менее, все вот как-то складывается добротно, и мне это очень приятно, что остается вот такой вот добрый след. Самое главное, что это вот пропаганда русской песни, пропаганда православия. Вот что в тебе... Ну, вы знаете, это можно сказать, вот как бы для кого-то это пропаганда, для меня это жизнь, понимаете? И авторские твои песни, вот они тоже на самом деле, они настолько вот нужны, они настолько важны сегодня, они настолько актуальны. Это как воздух мой, понимаете, да, Витя? поэтому... Для кого-то вот это бизнес, еще что-то, а для меня это жизнь, я не могу разделить. Конечно, мне нужен хлеб, нужна вода, мне нужна любовь, мне нужно впечатление, и я все это нахожу. Я с некоторых пор себя позиционирую как автор и исполнитель духовных, народных и патриотических песен. Я, кстати, слушал вот в твоем исполнении, кстати, я хочу сказать, что, естественно, Анна есть на всех цифровых, как сегодня говорят, площадках, везде можно послушать. Это благодаря моему драгоценнейшему мужу Сергею Баранову. Везде можно послушать, поэтому мы Его можем... хвалят все организаторы концертов, говорят: слушай, какой у тебя муж, мы знаем о всех твоих телодвижениях. Потому что Сергей, спасибо. Вот он сидит, молчит сейчас в студии, но я тебе хочу поблагодарить. Да. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, вот продвигаешь творчество своей прекрасной жены. Давай послушаем следующую песню, объяви, пожалуйста. Ну, вы знаете, давайте мы посвятим эту песню сегодня присутствующему здесь моему драгоценнейшему, свету моих очей, супругу. Песня называется «Небо». Небо, слушаем. Полями летят журавли над погостами, и курлыча о чем-то они говорят. Может, тоже хотят, чтобы мы стали взрослыми и учили добру, как они, журавля. Впереди перелеты, дистанции разные, небо им, как любви, океан, океан. Они клином его бороздят беспрепятственно и свою журавлиную песню дарят. Небо, небо, весеннее небо, я люблю синевы твой взгляд. В небо, в осеннее небо, наши души за клином летят, словно рай, мое летнее небо. Я вдыхаю его всей душой, и напиться хочу синевой, где б я не был. Мое летнее небо навеки со мной. Над полями летят журавли, над погостами, и курлыча о чем-то они говорят. Может, тоже хотят, чтобы мы стали взрослыми
учили добру, как они, журавля, и учили добру, как они. Небо, небо, весеннее небо, я люблю синевы твои взгляд. В небо, в осеннее небо, наши души за клином летят. Словно рай, мое летнее небо, я вдыхаю его всей душой, и напиться хочу синевой, где б я не был. Мое летнее небо навеки со мной. Мое летнее небо навеки со мной. Мое летнее небо навеки со мной. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Анна Сизова, дорогие радиослушатели, сегодня в гостях. Я хочу сказать, вот прими мои восхищения, Анна. Ты настолько являешься вот сегодня такой, во-первых, светом в этом темном царстве, как ты сказал, шоу-бизнеса и Ну, вот кстати, этого я так не считаю. Нет, засилие вот этого вот, как бы сказать... Борьба, понимаете, этот да, момент. да, вот да. такой Но нет, вот здесь даже не света. борьба. Вот своим примером, вот ты просто несешь то, что вот показываешь, как надо жить, как надо петь. Вот так Витя, петь. я сама теряюсь, разбираюсь в этом, нахожу Не себя и надо разбираться, воскрешаю. да. Не надо разбираться, не надо теряться, все прекрасно. Все идет своим Спасибо. чередом, потому что тебя ведет Господь по жизни. Это правда. Я хочу задать такой вопрос. Вот, конечно, талант от Бога, талант от природы. Вот как сегодня, вот скажи, пожалуйста, вот когда ты выступаешь, я думаю, что вот я лично, ну, я считаю себя меломаном, да, я понимаю, что вот здесь вот, когда слушаешь твои песни, еще раз хочу подчеркнуть, что все аранжировки, все песни, они сделаны так, как должны сделаны быть сегодня. Вот не отнять, не добавить ничего. И спеты они с такой душой, ты пропускаешь через свое сердце, потому что ты так чувствуешь, ты так живешь. Это не просто песня, это образ жизни. Вот, как мы с одним человеком разговаривали, он говорит, вот я там рок-музыку играл, там все такое. Говорит, ну, не же образ жизни какой страшный. Я выбрал другой путь. А здесь вот, как бы, наверное, ты даже не выбрал этот путь, а этот путь выбрал тебя. И вот ты несешь именно тот свет и тот необыкновенный пласт культуры, который ты, особенно вот авторские песни, они тоже ценны, потому что это продукт твоей души, твоего видения этого мира. Скажи, пожалуйста, как ты пишешь песни, что тебя вдохновляет? Ну, вот надо сказать, я немножко, может быть, опять чуть-чуть в философию иду, скажу о том, что когда я пришла в монастырь, благодаря вот откровениям духовным, то батюшка мне как-то сказал, мой духовник, наш духовник семейный, он сказал, говорит, это же как лечебница, говорит, вот сюда приходят люди душу лечить. Вы знаете, я пришла на такой волне радости, и для меня это было, думаю, это был какой-то вопрос, думаю, как лечебница. Я пришла в рай, я пришла к свету, я пришла к любви неизреченной. И потом через время какое-то, да, я поняла, что не просто монастырь-лечебница, а, оказывается, весь мир, потому что мир, люди ранят друг другу действительно вот какими-то вольно-невольно, да, когда мы просим в молитвах, прости, Господи, нам вольные и невольные согрешения, да, и вот что исцеляет нас музыка, исцеляет нас свет, исцеляет тишина, исцеляет все, в чем мы находим Бога, нас исцеляет. Вот. И вот эти рецепты,
они, это, знаете, это мои песни, вот они как молитвы для меня. И я, слушая их сама порой, свои песни, я возвращаюсь на какую-то Они волну помогают света. тоже самой Света, себе, да? да, Ага. да. Понимаете, и это вот мой такой опыт житейский, который вот так сложилось, что действительно кому-то Бог дал так чисто убираться и красиво, чтобы все сверкало, и в этом видеть душевность, духовность. Кому-то быть прекрасным ведущим, как вам, да? Ну, Вот. прекрасным ведущим не знаю. И дарить вот этот свет, который, он незримый свет, он незримый, понимаете? А видеть его важнее, чем свет земной. То есть есть Духовный такое свет, да. выражение, знаете, любить больше жизни, Да. хотеть больше жизни. Есть это непостижимое пространство, которое вечно и которое сохраняется, когда мы помним именно духовность. Да, вот как я вам сказала, исполнительница духовных, народных и патриотических. То есть оно, получается, личная есть духовная жизнь, есть общественная, культурная, духовная жизнь, И историческая, гражданская. и семейная, понимаете? Семейная, гражданская, Вот вначале да. личная, семейная и государственность. Это, понимаете, Бог есть любовь, дети — плоды любви. А как говорят, ячейка государства — семья, да? Да. Вот, оно все очень вроде бы и просто, но объяснить людям просто и дать им, вот когда их все время сбивают с ног, ранят какие-то вот новости, эти да. секты, Да. какие-то, значит, совершенно музыка, которая не несет в себе смысла, не несет в себе света, не несет в себе радости. Это сплошной бизнес, сплошные страсти, вот эти вот, понимаете, вот здесь покороче, вот здесь попышнее, и давайте это зарядим, да так, чтобы всем мало не показалось, что все бабосы сразу к нам сюда придут, понимаете? Вот это все как раз вот почему я очень четко для себя поняла и доношу своим зрителям, что посмотрите, а может быть, вам это тоже будет близко, а может быть, вы тоже хотите вот так. Вот в авангарде, в таком, понимаешь, в таком противостоянии, как бы, ну, это не противостояние, это пример, просто собственным примером. Это спасение себя. Прежде в первую очередь. Ну и спасение тысячи вокруг спасаются. Давай послушаем еще песню. Ты так хорошо говоришь, но время, к сожалению, быстротечно. Вот с хорошим собеседником можно... Кажется, мы главное сказали. Да. Следующую песню объявляй, пожалуйста. Вы знаете, эта песня будет «Святи Никола». Меня крестили в соборе Успения Престой Богородицы в Николо-Угрешской обители, что прям вот рядом с Капотней находится, Дзержинск называется. Я был в этом храме, да. Да, городок. И там этот монастырь, потрясающий, дивный монастырь. Дмитрия Донского, да, по-моему? Да, и основатель Дмитрий Донской, да. 1380 год, когда его... Я был в этом монастыре, Сергий там озеро, преподобный да. благословил на битву с Пересветом и Ослябе. И он сказал, если я... Ему было этой видение святителя Николая, на сосне явилась икона в лучах светозарных, и он сказал: «И сия вся угреша сердце мое». И дал обет Богу, что если он победит в этой схватке, в Куликовской битве, он победил, он построит монастырь. Он сдержал. Видите, какие правители. Даже в советское время, там, правители. извините, что перебиваю, там в советское время даже около остановки оставались эти прекрасные белые огромные стены. А потом же, когда восстановили монастырь позже, Видите, это там уже был... так же, как и в советское Да. время, гонения, вот после гонений все было разрушено, Да, и да. это как птица Феникс воскрес монастырь. Да, Самая да, большая часть святителя Николая там прекрасный мощевик, столько святынь, поэтому я призываю и приглашаю побывать всех в духовной обители этой Николо-Угрешского необыкновенной. монастыря, Да, да. Николо-Угрешского монастыря. Какие там прекрасные старцы, какие там прекрасные... Так, все, слушаем Да, песню, люди. а то не успеем попрощаться, потом еще хочу. Когда объявляй песню, пожалуйста. Святи Никола. Лики веры в мольбах простирая, наши грешные души спасая, ты находишься вечно в пути. Как тебе мне дорогу найти?
Во всем мире тебя величают, твою душу ларцом называют, и становимся мы детворой в новогоднюю ночь пред тобой. Святи Никола, святи Никола, песня тебе пусть летит ко престолу. Возвеселится весь мир, что опять люди в тебе смогли Бога познать. Богу угодником стал, в лике святом просиял, иконой твоею святой угрешися Дмитрий Донской. Святи Никола, святи Никола, песня тебе пусть летит ко престолу. Возвеселится весь мир, что опять люди в тебе смогли Бога познать. В каждый дом ты любовью зайдешь, и в душах наших радость зажжешь. Самый добрый заступник за нас, помолись перед Богом, чтоб спас. Святи Никола, святи Никола, песня тебе пусть летит ко престолу. Возвеселится весь мир, что опять люди в тебе смогли Бога познать. Славим чудотворца Николая, всей землей от края и до края, и поем о дивный Николай, Рождество твое нам просияй. Святи Никола, святи Никола, песня тебе пусть летит ко престолу. Возвеселится весь мир, что опять люди в тебе смогли Бога познать. Святи Никола, святи Никола, песня тебе пусть летит ко престолу. Возвеселится весь мир, что опять люди в тебе смогли Бога познать. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, дорогая Анна Сизова, я хочу сказать, что сегодня вот так получилось откровение, такая философская беседа, хотя очень много и веселых таких праздничных песен Аня поет, вот это надо слушать обязательно на ее YouTube-канале. Подписывайтесь, и будет вам и духовное просветление, и будет вам веселье для праздников и для души. Вот. Я хочу сказать, что то состояние духа, в котором ты сегодня пребываешь, оно такое именно светлое, именно то, которое сегодня является премьером для многих. И вот твой позитивный, положительный заряд, который ты сегодня принесла, я думаю, что он обязательно в сердцах радиослушателей вызовет такой огромный отклик. Вот. И Спасибо большое. Хочу поблагодарить и тебя, и твоего супруга Сергея за то, что вы нашли время сегодня приехать. Пусть Господь хранит тебя, твою семью, вот, многих милостей от Господа, продолжай такой же миссионерскую деятельность музыкальную, потому что я вот сегодня с утра тоже включил твои песни перед тем, как собирался сюда ехать. Спасибо. И мы с женой послушали, и настроение прям с утра совсем другое, уже по-другому встречаешь грядущий, как говорится, день, да, как день начнешь, так он и продолжится. Вот. Я хотел бы от тебя единственное, что услышать вкратце, в двух словах, что бы ты пожелала нашим радиослушателям и всем жителям России, кто нас слышит, вообще не обязательно России, всех, кто нас слышит. Вы знаете, я хотела бы сказать именно на вашей радиостанции
стихами свое пожелание. Дело в том, что к вере мы с мужем пришли и встретились благодаря святой Мати Матроне. И пусть мое пожелание будет в стихах. «Белой горлицей святой воспарила над землей Матушка-Матронушка, всему миру солнышко. Трудный путь прошла земной, с Божьей помощью святой людям помогала, Бога умоляла, и вершатся чудеса, прославляя небеса. Матушка-Матронушка, всему миру солнышко. Чтит и Тула, и Москва, воспевает вся земля старицу святую, милую, родную. И приходим, как живой, исполняя завет Твой. Ты спасешь нас, знаем, Бога воспеваем. Нет красивей Твоих глаз, что с небес глядят на нас. Красотою Бога, славною дорогой за Тобой идем вослед. Нам преград с Тобою нет, Ты спасешь нас, знаем, Бога воспеваем». Браво! Аминь. Да Аминь. будет так. Вот. Я еще раз хочу сказать... А можно еще одну песню поставить, Витя? Конечно, в заключении. Объявляй. «Иван-чай, трава» тогда, ладно, можем Да, поставить. и на этом мы прощаемся. Спасибо за то, что ты пришла. Спасибо Сергею, спасибо вашей семье. Я не говорю «прощайте» или «до свидания». Я говорю «до Спасибо новых встреч». радиослушателям Да. вашей чудесной станции. Слушаем песни, Много и блага слушаем лета. песни Иван-чай. До свидания. Розовые облака, иван-чая цвет. Оба мы поверили в розовый рассвет. Оба обманулись мы дымкой колдовской. Оказался наш роман розовой мечтой. Иван-чай, трава, журавли кричат. Иван-чай, не зря люди говорят. Иван-чай, трава, вместе две судьбы. Иван-чай, трава, это я и ты. Иван-чай, трава, не нужны слова. Иван-чай, трава, кругом голова. Подарил ты мне этот дивный цвет, да еще любовь, что хранит рассвет. Край ты мой березовый, край брусничный мой. Ты во сне мне снишься, манишь в дом родной, где весны капели, где поля в цвету, в розовые дали я во сне бегу. Иван-чай, трава, журавли кричат. Иван-чай, не зря люди говорят. Иван-чай, трава, вместе две судьбы. Иван-чай, трава, это я и ты. Иван-чай, трава, ни к чему слова. Иван-чай, трава, кругом голова. Подарил ты мне этот дивный цвет, да еще любовь, что хранит рассвет. Будет еще много теплых ярких дней, и не развернется звонкая капель, но не повторится розовый рассвет. Пусть трава завянет, только чувства нет. Иван-чай, трава, журавли кричат. Иван-чай, не зря люди говорят.
«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на